Здорово, народ! Решил я собрать своими руками DIY CNC 3D принтер на кинематике HBot. Пришел к этому, почитав форумы, отзывы по готовым изделиям, посмотрел открытые проекты на примере eBot, посмотрел также проекты Cortex 3D принтер и другие, а также фрезерные станки. Посмотрел видео на канале Леха Технарь и решил повторить его конструкцию из алюминиевого профиля на заклепках. На данный проект я потратил порядка 60 тысяч рублей. В эту сумму входит кое-какой инструмент, это приблизительно 10 тысяч рублей. На алюминиевый профиль и лист я потратил 12 тысяч рублей. Рельсовые направляющие я взял КГТ, не стал брать дороже, на первый взгляд ничего такие. Если брать Хайвин, то это еще плюс 15 тысяч. Сами рельсы выглядят вот так. В принципе, не заедают, нормально, пойдет. Ось Z у меня будет на ремне. В дальнейшем можно поставить винт. Перед составлением проекта я вначале собрал модель из DVD-приводов и конструктора Arduino плюс RAMS 1.4 с дисплеем. Протестировал прошивки Repeater, Marlin и Garbell контроллер, а также запустил Garbell с Arduino Mega. Принтер мне нужен не только для печати, но и для фрезеровки плат, ну и столик с подогревом тоже нужен для кое-каких нужд. Продолжение данного проекта требует затрат на видео, нужно время на изготовление видео, так что ниже приведен номер моей карты Сбербанка. Так у меня выглядит модель 3D принтера в Синке. Детали 3D принтера я сделал в Африкаде. Немножко покрутим, посмотрим. Все точно так же, как у Лехи Технаря. Здесь у меня только ось Z с винтом. Ну, еще детально я его не сделал. Я его только вставил образно, как он будет приблизительно выглядеть. Рельсы оси Z 450, остальные по 400 миллиметров. Профиль алюминиевый 80 на 40, все их размеры 529, 420, 580, 100, 690, перемычка между осями. Профиль оси X 25 на 12, профиль 20 на 20, размеры их. Уголок 40 на 40. Накладки. Крепление роликов и концевиков. Двигатели. Шкивы, ролики. Рельсовая направляющая. Вот, к примеру, МГН рельсы у меня, КГТ фирма 450, и другие идут по 400. Обшивка, дно, размер стенки. Вид с обшивкой. Так выглядит ось Z с ремнем. Накладки, ролик,
под ремень. Ну и двигатель. Так у меня выглядит кондуктор для сверления отверстий в угловых накладках на базе дыркодела DeWalt. Ну и дрель там нормально в нем стоит. В общем, в этих маленьких уголках насверлили вот такие мы отверстия. Сделал кондуктор для параллельного вида. Лишнее сточил напильником. Двухметровый алюминиевый профиль я нарезал вот на такие заготовки. Очень много накладок. Вот, к примеру, длина 160, они из профиля 80 на 40, разрезанного вдоль. Различные уголки. Вот имеет такую форму. Вот через месяц будем собирать сам аппарат. Здорово, щеглы! Сегодня мы с вами будем делать кормушечки.